Всем привет! Сегодня будет видео на тему, ставить ли ГБО в 2021 году. Недавно меня знакомый один спросил, стоит ли ставить, не стоит. Но в основном люди задаются вопросом, то есть в техническом плане, вредно ли для двигателя, не вредно. Но я езжу 8 лет, для меня этот вопрос как бы не актуален. Я считаю, что на газу для двигателя, для автомобиля абсолютно не вредно ездить, но это дело, в общем-то, каждого субъективное, кто как считает. Сегодня видео будет именно на тему со стороны материальной целесообразности. Вообще стоит, нет. В общем, досмотрите видео до конца. Если вы задумываетесь о том, ставить ГБО или нет, в общем-то, это видео вам поможет принять окончательное решение. Я специально не буду кого-то убеждать, ставить или наоборот убеждать не ставить. Я свое мнение просто выскажу и дам информацию, в общем, от которой вы сможете оттолкнуться в принятии решения, ставить или нет. Но перед тем, как продолжить, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк. Вам не сложно, а мне поможет в продвижении канала очень сильно. Ну и погнали, собственно, основные моменты, от которых стоит отталкиваться. Это какой бензин вы сейчас льете, 92-й или 95-й. Отталкиваться нужно от той информации, какой расход топлива на вашем автомобиле. Средний, маленький, либо большой. Также нужно учитывать, сколько в год вы проезжаете километров, в среднем. И также четвертое, очень важно для себя понять, то есть сколько вообще вы планируете этим автомобилем в дальнейшем пользоваться. Итак, теперь давайте по порядку. В качестве примера в расчетах я буду использовать свою Ниву. У меня по паспорту 95-й бензин, именно его я и заливаю. Расход бензина у меня в среднем 11 литров. Сейчас март 2021 года. Бензин стоит на моей заправке, по-моему, что-то в районе 49 рублей. Может быть, что-то путаю, но, по-моему, 49. Заправляю не так часто, потому что газ стоит. 11 литров, расход 49 рублей. Итого на 100 километров по деньгам получается 540 рублей. Расход газа у вас будет обязательно выше, чем на бензине, процентов на 10, на 20. У меня расход газа составляет 13 литров, собственно, свой. Примерно вы можете посчитать будущее, если все-таки соберетесь ставить газ. У меня, как я сказал, 13 литров. А газ сейчас стоит на март 2021 года. На заправках «Газпром» заправляюсь. Стоит 26 рублей 90 копеек. Буквально почти на 3 рубля за последние пару-тройку месяцев подорожал. Итого получается, чтобы проехать 100 километров на газу, мне нужно потратить 350 рублей. И что получается? На 100 километров на бензине я буду тратить 540 рублей, на газу 350. Вроде бы экономия 190 рублей со 100 километров, вроде бы неплохо, но не все так просто здесь. Итак, сколько же стоит установить ГБО? Я ставил в 2013 году, установка была 18,5 тысяч рублей. То есть она колебалась как раз от 18,5 где-то примерно до 22. Но это было 8 лет назад. Сейчас я специально обзвонил несколько сервисов, где ставят ГБО. В общем-то, установка начинается от 30 тысяч у нас. И в зависимости от комплектации самого ГБО может доходить до 50 тысяч рублей. То есть, чем проще автомобиль, в плане электроники, тем можно поставить более дешевое ГБО. То есть, контроллер, газовые мозги подешевле, форсунки попроще. Соответственно, чем машина продвинутее в электронике, тем нужно, в общем-то, ГБО дороже ставить. Но это вам на сервисе все скажут. Будем пока что исходить из цифры 30 тысяч рублей. Плюс к недавнему времени, заставляют теперь регистрировать газобаллонное оборудование. А это еще плюс 12-15 тысяч рублей. То есть цены могут разниться, могут комиссию брать сами установщики, потому что они помогают, когда человек устанавливает газ, то есть помогают пройти эту процедуру с ГАИ, с лабораторией и так далее. То есть итого мы имеем где-то сумму 42-45 тысяч, чтобы поставить газ и его зарегистрировать. Следующее, что необходимо посчитать, прикинуть, это сколько вы проезжаете километров за год.
У меня это где-то 15 тысяч километров за год выходит пробег. И исходя из предыдущих расчетов, то есть на бензин я потратил бы 81 тысячу рублей. На газу эта сумма будет 52,5 тысячи рублей. Итого экономия в год у меня составляет 28,5 тысяч рублей. И получается на моем примере, вот на моей конкретной Ниве, то есть если бы я сейчас ставил газ, у меня бы окупалось газобаллонное оборудование где-то 1,5 года примерно. Соответственно, если на автомобиле расход был бы меньше изначально бензина, то и экономия была бы меньше, соответственно, оборудование стоило бы так же, может быть даже чуть дороже, окупалось где-то примерно года 2. Но исходя, да, из этих расчетов, вы сами можете прикинуть, посчитать и, в общем-то, для себя уже точно понять, сколько окупаться будет у вас ваше газобаллонное оборудование, если вы его поставите. Плюс ко всей вот этой окупаемости и так далее нужно еще добавить следующее. То есть газобаллонное оборудование 4-го поколения, да, оно все равно потребляет бензин. То есть машина заводится на бензине, прогревается на бензине и так далее. То есть это еще некая сумма, да, которую нужно будет учитывать. Плюс ко всему, газ он не просто поставил, ты ездишь, да, его нужно обслуживать, периодически его нужно настраивать. Кстати, на канале очень много видео по настройке газа, по ремонту, там и форсунок, и редуктор и так далее. Можете посмотреть. Есть и плейлист на канале по газовому оборудованию, так что смотрите. Возможно, для себя что-то интересное найдете. Плюс, да, к настройке периодически нужно менять фильтра, ну, какое-то обслуживание проводить. То есть это еще некая сумма, которую нужно тоже учитывать в этом списке окупаемости. Ну и подводя предварительный итог, значит, ГБО без сомнения стоит ставить на автомобили коммерческого использования. Это такси, газели там маршрутные и так далее. Во всех остальных случаях, я считаю, нужно хорошенько посчитать все суммы, потому что если у вас расход бензина там 7 литров, к примеру, и вы в год проезжаете меньше 10 тысяч километров, вот, да и автомобиль вы купили там на 3-4 года, к примеру, да, то смысла особого нет. Плюс еще нужно сказать такой момент: если вы купили новый автомобиль и хотите поставить газ, то, соответственно, у вас гарантия слетит моментально. Это многих останавливает, но здесь уже нужно для себя какое-то решение принимать. То есть я, допустим, на Ниве смысла в гарантии вообще не вижу. Ну, вообще автовазовская гарантия, как-то она меня не особо привлекает. Если какая-то иномарка, то, наверное, есть смысл подождать какое-то время, пока пройдет гарантия, а потом ставить. Но опять же, пройдет там 2-3 года гарантии, потом вы поставите газ, он у вас еще будет окупаться там какое-то время, да, там 1,5 года, может быть 2, ну, в зависимости от условий вашей эксплуатации, сколько вы проезжаете. И, собственно, пока у вас гарантия пройдет, пока газ окупится, и там уже машину вы, скорее всего, начнете уже задумываться о том, чтобы ее продать, ну, смысла тогда вообще никакого нет. Но в любом случае сами для себя должны это решение принять. Кто-то может сказать, и обязательно, может быть, в комментариях напишут, что ГБО можно поставить самостоятельно. Ну, в принципе, действительно, там особо сложного ничего нету. То есть самостоятельно поставить можно. И 4-е поколение, в общем-то, без проблем. Настроить его. Сколько вы при этом сэкономите? То есть само оборудование будет стоить в районе там 20 тысяч рублей. Может быть, там чуть дешевле, там 16. Можно там посмотреть на Алиэкспресс, там за 15 тысяч взять. Но опять же, там за 15 тысяч, по-моему, без баллона идет. Плюс баллон еще. Ну, около 20 тысяч, так оно и выйдет. Поставить самому, да, потратить какое-то время, поставить. Плюс также нужно будет делать регистрацию. Если установщики, допустим, вам помогут с регистрацией газобаллонного оборудования, то если вы будете ставить сами, вам все равно также придется ехать к ним, какие-то бумажки брать, там, об установке, сертификаты какие-то, еще что-то. Плюс, если вы поедете к ним, скорее всего, вам нужно будет там снять баллон. Опять же, нужно будет машину сфотографировать без оборудования, потом это все ставить. Короче, ну, экономии особо не получится. Ну, может быть, там около 10 тысяч вы сэкономите, но и то не факт. Ну, а если вы, в принципе, уже прикинули для себя, да, по деньгам и все-таки решили
поставить газобаллонное оборудование, и вы считаете, что оно у вас окупится, здесь нужно ложку дегтя добавить. В общем-то, об этом тоже нужно сказать. Сейчас у нас, в общем-то, планировать что-то крайне невыгодно, то есть на перспективу думать, потому что будет там через какое-то время, никто не знает. У нас сейчас такие законы принимаются постоянно в стране, что сегодня ты думаешь так, завтра будет по-другому. Да, там газ я ставил в 2013 году, не нужно было никаких разрешений, никаких бумажек, ничего, поставил, езди, да, хоть сам ставь, хоть там в сервисе. Ну, все, может быть, было, но как-то так вот не с точки зрения закона так не было таких жестких рамок. А вы уверены, что там через год или через 2 газобаллонное оборудование вообще не запретят? Думаете, это какое-то нагнетание? Нет. Я вот лично уверен, что, то есть, у нас в стране бывает, вот сегодня никто об этом не думает, да, там ни в Думе, нигде. Завтра не думают, послезавтра раз, этот закон уже отправят на рассмотрение и, скорее всего, примут. Просто вот пример небольшой. То есть, казалось бы, да, там было время, по-моему, при Медведеве, что говорили, что нужно автомобили переводить на газ, это экология там и так далее и тому подобное. Прошло какое-то время, начали ужесточать. А вот пример просто обычный, да, допустим, сейчас вроде бы все более-менее спокойно, но вот представьте, не дай бог, что, допустим, завтра загорится машина там с ГБО, к примеру. Там хозяин не проконтролировал состояние газового оборудования, и по какой-то поломке, неисправности вот загорелась машина. А там, не дай бог, были там дети, да, там несколько. И новости, наши СМИ эту информацию подхватят, начнется какой-то резонанс там и так далее и тому подобное. Вот будьте уверены, что буквально там через какое-то там время кто-то обязательно идею предложит, что там на автомобилях газового оборудования быть не должно. Никто не будет разбираться, что там бензин ничуть не менее опасный, да, или там какое-то другое топливо. Вот будет ситуация, и вот я уверен, что там буквально через какое-то время этот газ запретят вообще. Вот. Я надеюсь, конечно, что этого не будет ничего, но просто я к тому, что, то есть, в любой момент вот это все может просто вылиться просто в запрет газового оборудования. Такой вариант тоже нельзя исключать. Плюс, ну, это из области такой, знаете, каких-то догадок. Но также еще есть такой момент, что газ, он очень сильно дорожает по отношению к бензину. То есть там бензин, они что-то пытаются как-то сдерживать цены. С газом такого нету. То есть газ реально, если за последний год бензин там подорожал, может быть, но, по-моему, вот, опять же, я бензином не так часто там заправляюсь. По-моему, за 2020 год, вот как вот был до этого там, да, такой небольшой подъем цен на бензин, потом что-то правительство там что-то цены заморозило и так далее. Но, по-моему, за 2020 год бензин подорожал, ну, может быть, на рубль. Вот. В комментариях напишите, я точно сейчас цену не могу сказать, насколько подорожал, но я вот лично какой-то прибавки к цене бензина за последний год не ощутил. Вот. А между тем газ подорожал вот у нас примерно на 3,5 рубля. Может быть, на 4 даже за этот год. За 20-й, за начало 21-го. Вот. А если вспомнить там какие-нибудь конец 90-х, начало 2000-х, то газ, он стоил в 3 раза дешевле 92-го бензина. Почти в 3 раза. Сейчас он меньше, чем в 2 раза дешевле даже 95-го бензина. То есть газ растет очень сильно в цене. И там через 5 лет, возможно, он уже приблизится там. Ну, он не будет, конечно, стоить как бензин, но он, может быть, цена сократится очень сильно. Вот, поэтому этот момент тоже нужно учитывать. Что касается меня, да, если спросите, ставил бы я сейчас в 2021 году газовое оборудование, ну, тут неоднозначно. Для себя, вот если бы сейчас я, допустим, новую Ниву купил, я бы поставил газовое оборудование, несмотря там на гарантии и так далее. То есть сразу бы поставил, так же, как на эту машину. То есть в первый месяц я на нее поставил газ,
про гарантию не думал. В общем-то, от АвтоВАЗа гарантия мне как-то не особо нужна. Но если бы я купил какую-нибудь другую машину, да, то есть с меньшим расходом, там какую-нибудь Шкоду Рапид, например, то я бы газ бы не ставил. Потому что если по деньгам прикинуть, вот то, что, допустим, это та же Шкода потребляет на бензине, какую сумму, да, вы тратите, и Нива на газу, примерно плюс-минус одинаково получается. То есть у меня Нива на газу по деньгам выходит 100 километров, может быть, даже чуть-чуть дешевле, там, чем на Рапиде. Так что, наверное, на какую-то более экономичную машину я бы газ не ставил. Вот, ну а на Ниву я бы 100% уже в первый же месяц поставил. Так что такая вот ситуация. Я надеюсь, это видео кому-то поможет принять решение, вообще было полезным. Еще раз, если кому-то понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. На этом все. Всем пока, удачи.